Приветствую, друзья! Вслед за остальными производителями дополнить свой модельный ряд полноразмерными наушниками решили и в компании Семгод. Но, понимая специфику, сразу продумали, как приспособить их не только для меломанов, но и для геймеров. Сегодня говорим о проводном полуоткрытом решении EP5 со всеми доступными для него плюшками. Поехали! Пришли наушники в небольшой, просто оформленной коробке с перечнем их технических характеристик. В комплекте была инструкция и скромно выглядящий кабель в матерчатой оболочке. Штекер у него L-образный, а коннекторы на классических уже 3,5 мм разъемах. То есть с подбором кабеля подороже проблем быть не должно. Ну и по сопротивлению тут вполне допустимые 0,2 Ома. Если же вам хочется подобный кабель, но с микрофоном на ножке, то и об этом Семгод подумали. Ну и как без звуковой карты с виртуальным режимом 7.1? Геймеры не поймут. Кабель у нее обычный, есть кнопка включения, уровень и функция mute для микрофона, 2 светодиода, механическая регулировка громкости и тот самый режим 7.1 на отдельной кнопке. С качеством встроенного микрофона, как и микрофона на ножке, вы можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывки из записи. Тестируем качество микрофона, расположенного на специальной ножке, на специальном кабеле для наушников Семгод EP5. Вот, собственно, так вас будут слышать при звонке, на стриме, в Дискорде, ну, где угодно вообще. Вот такой у данного микрофона звук. Мне лично нравится. К слову, 7.1 стал для меня настоящей находкой. Понятно, что ни один серьезный геймер или меломан такой штукой пользоваться не станет. Однако в плохо записанных интервью данный режим просто гениально вытягивает голос, что позволяет разбирать даже полную кашу. То есть реально может пригодиться. Чашечки, как я уже упомянул, имеют полуоткрытую конструкцию с отверстиями для компенсации и подключения кабеля, пластиковой внешней частью и очень вместительными амбушюрами из кожзаменителя. Сквозь всю конструкцию, как видите, проходит металл, предоставляющий нам одну, но с впечатляющим заделом степень свободы. Смотрится модель как что-то студийное, удобно сидит, не давит на голову вообще, да и уши в ней не потеют. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас быстрый по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,37%, если считать выше 100 Гц, и 1,8% на максимуме, что сверхдостойно. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы, как всегда, можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот примерно на 8 дБ, почти идеально ровную середину, вполне адекватное выделение области разборчивости и мягко затухающие высокие частоты. Почти один в один, как на графике от производителя. А вот карточка по качеству оказалась средней, с предельным значением 48 кГц, но с Beat Perfect и прямым доступом к громкости устройства. АЧХ, как видите, вполне нормальная, достойный уровень шумов, неплохой динамический диапазон и искажения для гармонических, достигающие минус 98 дБ, то есть около 0,03%, а для интермодуляционных около минус 109 дБ. Пользоваться такой вполне можно, однако чего-то особенного в плане звучания она нам не предлагает.
Для этих целей есть специализированные мобильные ЦАПы. На слух же EP5 скорее нейтральные, с очень неплохим разрешением, обилием воздуха, динамикой и разделением инструментов. Да, они скорее про техничность, напор и просто гениально широкую сцену. Мне это напомнило классические уже студийные мониторы от Sony, Sennheiser и Beyerdynamic. Без особой заявки на массу, насыщенность и ту самую ценимую многими аудиофилами певучесть. То есть все звучит хорошо, но по моим меркам простовато, без изысканности, тембральной глубины и красоты в передаче текстур. Хотя за них и просят всего $86. При этом звук абсолютно чистый, без легкого тумана из отражений, сибилятивных призвуков, рези или кучности на басу. Реальный баланс и гармония во всем. Не подвела модель и с контролем, причем на всей протяженности частот. Излишне в разрешение она, конечно, не уходит, да и образы тут относительно цельные, но макро, так сказать, грамотно разбавляется микроэлементами композиции, без перегиба в любую из сторон. Как следствие, у нас приличный контраст, масштаб и просто шикарное позиционирование инструментов. С легким аналоговым смягчением, но без бархатистости, сочности или какой-то утонченности. Нормальный, скажем так, честный звук, без приукрашивания, магнетизма или прямо кристальной чистоты. Моделям от Sivga и Mondrop они, естественно, не конкуренты, но те и стоят в 2 и более раз дороже. Если бы не открытость конструкции, то им цены бы на студии не было. В домашних же условиях лучше и дешевле я, честно говоря, ничего не припомню. В глубину сцена не сказать, что грандиозно, однако последняя чувствуется и придает картинке эдакий объем. По энергетике у меня тоже вопросов нет, хотя о аналитической точности говорить не приходится. Эмоции присутствуют, но не подчеркиваются, да и верха не зажаты. То есть всякие тарелочки, колокольчики и иная перкуссия, буквально как на ладони. Бас довольно глубокий, заполняющий, но немного разряженный. Середина естественная, в меру техничная, но с небольшим налетом пресности. Слушать это интересно, но модель, так сказать, не погружает звук и не очаровывает своей мелодической частью. То есть скромность в смысле достаточности. В плане же стилистики модель абсолютно универсальна. Слушайте хоть рок, джаз или блюз, хоть металл, всякие вокальные произведения или акустически сложную симфоническую музыку. Все она потянет и в меру возможностей раскроет. Понятно, что требовать от нее больше, чем она стоит, бессмысленно. Не прямо огонь, однако лучше за эти деньги вы вряд ли что-то найдете. Как говорится, скромно, но со вкусом. Итогом наушники Simgot EP5 выглядят как какое-то студийное решение, удобно сидят, имеют специальный кабель с микрофоном и звуковую карту в качестве дополнений, почти без искажений и с хорошо продуманной кривой АЧХ. Звучит же модель в хорошем смысле нейтрально, масштабно, с довольно неплохим разрешением, разделением и позиционированием элементов. Сильно в мелодику она, конечно, не уходит, однако непосредственная музыкальная часть здесь на уровне, как и передача эмоциональной составляющей. Скажу так, это добротные честные наушники за вполне адекватные деньги. Без какой-то красоты или излишеств, но все, что нужно, есть, и все они умеют. А у меня на этом все. Это были наушники Simgot EP5. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!